Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшняя наша тема очень... Мы разбираем одно из самых резонансных дел последнего времени, дело Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, и связанную с ним историю о якобы готовящихся покушениях Днепра Бориса Филатова и активиста Сергея Стерненко, а также других известных личностей. Министерство внутренних дел Украины недавно заявило, что информация о подготовке Зинченко покушений на Филатова и Стерненко оказалась неподтвержденной, а по сути фейком. Это поднимает серьезные вопросы. Если СМИ и, возможно, сторона обвинения ошиблись в оценке материалов дела, то насколько достоверна версия о том, что Зинченко готовил убийство Ирины Фарион? Где доказательства? И что вообще означают термины «прямые доказательства» и «совокупность доказательств», которые часто вызывают спекуляции? Сегодня мы в течение 20 минут попробуем детально разобрать ситуацию, объяснить юридические нюансы, отделить правду от вымысла и понять, как работают СМИ и правоохранители в таких делах. Это будет глубокий анализ, так что готовьтесь к серьезному разговору. Поехали. Начнем с контекста. 19 лет, экс-нардеп и общественный деятель. Подозреваемым стал Вячеслав Зинченко, задержанный правоохранителями. Дело вызвало огромный общественный резонанс, особенно после того, как 26 июня 2025 года в Шевченковском районном суде Львова всплыла информация о досье, найденных в телефоне Зинченко. Эти досье касались мэра Днепра Бориса Филатова, активиста Сергея Стерненко, бизнесмена Геннадия Корбана и, возможно, нардепа Максима Бужанского. Эта информация моментально попала в СМИ. Издания, такие как «Суспільне Львів», «Днепр оперативный», «Украинская правда», 24 канал и ТСН начали публиковать материалы с громкими заголовками, вроде «Шокирующие детали» или «Досье на известных украинцев». Например, Днепр оперативный прямо назвал эти материалы доказательствами угроз, хотя официального подтверждения не было. Такие публикации создали впечатление, что Зинченко якобы готовил покушение на этих людей. Ну прям серийный убийца. Но вот ключевой момент. Ни Филатов, ни Стерненко не были уведомлены правоохранителями о возможной угрозе. Они узнали о досье из новостей. А 1 июля 2025 года МВД Украины сделало заявление: никаких доказательств подготовки покушений на Филатова или Стерненко в телефоне Зинченко нет. Досье, по словам полиции, содержали информацию из открытых источников. Статьи, посты в соцсетях, публичные данные. Но это все не указывает на реальные планы преступлений. Об этом и сообщила полиция.
Филатову и остальным. Это значит, что СМИ поспешили с выводами, а возможно и сторона обвинения подогрела этот нарратив. Почему это важно? Потому что некритичное освещение в СМИ формирует ложное восприятие, сеет панику и подрывает доверие к правоохранителям. Более того, это заставляет нас задуматься. Если досье на Филатова и Стерненко оказались фейком в плане покушений, то насколько достоверна версия обвинения о том, что Зинченко готовил убийство Ирины Фарион? Давайте разберемся с юридической точки зрения. Прежде чем углубляться в анализ дела, давайте разберем два ключевых момента, которые часто вызывают спекуляции. Прямые доказательства и совокупность доказательств. Эти термины важны, чтобы понять, почему выводы следствия и СМИ могут быть ошибочными. Прямые доказательства – это улики, которые непосредственно подтверждают факт совершения преступления или намерение его совершить. Например, видеозапись, где подозреваемый планирует преступление или совершает его, переписка, в которой обсуждаются детали покушения, например, выбор оружия или времени, орудие преступления с отпечатками пальцев или ДНК подозреваемого, показания свидетелей, которые видели, как подозреваемый готовил или совершал преступление. Прямые доказательства не требуют дополнительных интерпретаций. Они четко указывают на вину. Например, если бы в телефоне Зинченко нашли переписку, где он обсуждает план убийства Фарион, это было бы прямым доказательством. Но, судя по заявлению МВД, с Филатовым и Стерненко таких доказательств не было. Только досье с информацией из открытых источников. Совокупность доказательств – это комбинация прямых и косвенных улик, которые вместе формируют картину преступления. Косвенные доказательства – это факты, которые не подтверждают преступление напрямую, но могут указывать на мотив, возможность или обстоятельства. Например, наличие досье на человека – косвенное доказательство, так как оно не подтверждает намерение. Факт нахождения подозреваемого вблизи места преступления или мотив, основанный на идеологических разногласиях. Совокупность доказательств работает только тогда, когда косвенные улики подкреплены прямыми. Если прямых доказательств нет, а следствие опирается только на косвенное, это открывает простор для спекуляций и ошибок. Почему это важно для дела Зинченко? Если досье на Филатова и Стерненко, как заявила МВД, не содержали прямых доказательств подготовки покушений, а были лишь косвенными уликами, информацией из открытых источников, то это ставит под сомнение и версию обвинения по делу Фарион. Ведь досье само по себе это не доказательство преступления, а лишь повод для дальнейшего расследования. Теперь давайте разберем, что известно о доказательствах об убийстве Ирины Фарион. Напомню, Фарион была застрелена 19 июля 2024 года во Львове, и Зинченко считается главным подозреваемым. Но какие улики
подтверждают его вину. Версия обвинения. Прокуратура утверждает, что Зинченко действовал умышленно, и его мотивы связаны с идеологическими разногласиями. В СМИ упоминалось, что в телефоне Зинченко нашли нацистскую символику, мемы, а также материалы, которые могут указывать на пророссийские взгляды. Это используется для создания образа врага, который мог быть мотивирован убить Фарион, известную своими патриотическими позициями. Известные факты. На октябрь 2024 года, когда дело передавалось в суд, публично не были представлены орудие убийства с отпечатками пальцев или ДНК Зинченко, видеозаписи, подтверждающие его присутствие на месте преступления, переписка или переговоры, где Зинченко обсуждает планы убийства, показания свидетелей, которые видели его действия, упоминания о досье на Фарион в открытых источниках крайне скудны. Если такие материалы и существуют, то, судя по аналогии с досье на Филатова и Стерненко, они могут быть просто информацией из открытых источников, а не доказательством подготовки убийства. Если следствие опирается на те же досье, которые в случае с Филатовым и Стерненко оказались не связаны с реальными угрозами, то это вызывает серьезные вопросы. Юридически наличие досье – это косвенное доказательство, которое без прямых улик, например, оружия или переписки, не может служить основой для обвинения. Более того, отсутствие публично представленных прямых доказательств делает версию обвинения уязвимой. Если МВД признало, что досье на Филатова и Стерненко не указывают на покушение, то почему мы должны автоматически верить, что аналогичные материалы по Фарион подтверждают ее убийство? Это логический пробел, который требует ответа. Политический контекст. Убийство Фарион произошло в условиях войны, и версия о пророссийском следе активно продвигается в СМИ. Но без прямых доказательств это может быть попыткой создать удобный нарратив, чтобы успокоить общество. Но без прямых доказательств это может быть попыткой. Как юрист я подчеркиваю, обвинение не должно строиться на предположениях или общественном давлении. Нужны факты. Теперь давайте подробнее разберем роль СМИ. Издания, такие как «Суспільне Львів», «Днепр Оперативный», «Украинская правда», «24 канал» и ТСН сыграли ключевую роль в распространении информации о досье. Например, «Днепр Оперативный» использовал заголовки вроде «Шокирующие детали», представляя досье как доказательство угроз. Это создало ложное впечатление, что Зинченко планировал серию покушений и намеревался стать серийным убийцей. Почему это проблема? Сенсационность. СМИ поспешили с выводами, не дожидаясь официального подтверждения от следствия. Это не только вводит в заблуждение общественность, но и создает давление
на фигурантов дела, таких как Филатов и Стерненко. Утечка данных. Информация о досье попала в СМИ из материалов судебного заседания. Это указывает на нарушение конфиденциальности следствия. Кто допустил утечку? Следствие, прокуратура или суд? Это вопрос, на который Филатов и Стерненко имеют право требовать ответа. Политизированность. Некоторые СМИ, возможно, поддерживали сторону обвинения, чтобы усилить нарратив о пророссийской угрозе. Это особенно заметно в контексте дела Фарион, где образ Зинченко как врага активно продвигался. Как юрист я считаю, что СМИ должны нести ответственность за некритичное освещение. Публикация непроверенной информации наносит ущерб репутации публичных лиц и подрывает доверие к правосудию. Мало того, оно подрывает доверие к таким вот СМИ, которые, в принципе, позиционируются как центральные. Теперь о правоохранителях. Борис Филатов и Сергей Стерненко публично выразили возмущение тем, что их не уведомили о досье в телефоне Зинченко. В то же время нардеп Максим Бужанский, чье имя тоже фигурировало, был проинформирован полицией сразу после задержания Зинченко в июле 2024 года. Почему такая избирательность? Это указывает на системные проблемы, непрозрачность работы полиции. Если досье не представляли угрозы, почему об этом не сообщили сразу? Если же угроза была, почему Филатова и Стерненко оставили в неведении? Утечка данных. Информация о досье попала в СМИ раньше, чем к потенциальным жертвам. Это не только нарушение конфиденциальности, но и потенциальная угроза безопасности. Выборочное информирование. Почему Бужанский был уведомлен, а Филатов и Стерненко нет? Это создает впечатление политической предвзятости. Филатов и Стерненко имеют полное право требовать расследования этих нарушений. Как юрист я рекомендую им подать официальные запросы в МВД и СБУ, чтобы выяснить, кто и почему допустил утечку и почему их не уведомили. Итак, что должен делать Борис Филатов и как нам, обществу, реагировать? Для Филатова требовать прозрачности. Филатов уже обратился к главе МВД Игорю Клименко, и это правильный шаг. Нужно продолжать настаивать на расследовании утечек и выборочного информирования. Работать с общественным мнением через соцсети и пресс-конференции. Филатов должен разъяснять, что досье не означали подготовки покушений, и призывать СМИ к ответственности. Юридические меры. Если издания, такие как Днепр, оперативно искажали факты, можно подать иски о защите чести и достоинства. Для общества критически оценивать СМИ. Не верьте громким заголовкам. Проверяйте первоисточники и официальное заявление. Требовать реформы. Утечки данных и сенсационность СМИ подрывают правосудие. Поддерживайте инициативы, такие как требования Ассоциации городов Украины о прозрачности действий правоохранителей. И для дела Фарион мы должны требовать от следствия прямых доказательств вины Зинченко. Если досье на Филатова и Стерненко оказались неподтвержденными, то версия о подготовке убийства Фарион тоже требует проверки. Без улик это лишь предположение. Друзья,
Дело Зинченко показывает, как легко СМИ и следствие могут манипулировать общественным мнением. Если досье на Филатова и Стерненко оказались фейком, то мы вправе требовать прямых доказательств в деле Фарион. Прямые доказательства – это видеозаписи, переписка, орудие преступления. Совокупность доказательств должна включать и косвенные улики, но без прямых они ненадежны. Как юрист я призываю, не верьте на слово сенсациям, требуйте фактов, поддерживайте тех, кто борется за правду, как Филатов и Стерненко. Напишите в комментариях, что вы думаете о деле Зинченко и роли СМИ. Ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Давайте вместе добиваться справедливости. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.